if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Всем привет! Это канал Any Nails, и в этом видео мы сделаем наращивание верхними формами, арочную форму сделаем, и также сделаем вот этого пушистика. Покажу, как он крепится, как он носится, в общем, расскажу все об этом дизайне. Для того, чтобы приступить к наращиванию, я прохожусь по торцу, для того, чтобы его обновить. Если у вас есть свободный край, оставляйте, если его нет, то ничего страшного. Далее я бафлю поверхность, выбирайте бафик пожестче, чтобы он не был сильно гладким. И далее я убираю пыль, прохожусь клинсером и приступаю к маникюру. Беру фрезу, смотрю, она забилась. Так что прочищаю об бафик. Бафик должен чиститься об мягкую сторону, не об жесткую, иначе вы стерете свой абразив и он перестанет работать. Поэтому обратите на это внимание. Далее мы делаем маникюр и отрезаем кутикулу. Вы можете это делать ножничками, я делаю это микрофоном на оборотах 15 тысяч оборотов, где-то так. Далее я прохожусь клинсером и прохожусь праймером бескислотным. Жду, пока он высохнет, прохожусь далее базой. Базу кладу в тонкий слой, и если у вас база каучуковая, то втирающий слой. У меня база классическая, поэтому просто наношу в тонкий слой, сушу 30-60 секунд. После этого подбираем верхнюю форму. У меня в данном случае арочные формы, и я хочу сделать короткий квадрат. Вообще-то эта форма такой зауженный миндаль какой-то, да, но вот именно короткий квадрат можно ей сделать. Главное, чтобы он был короткий, если уже в длину, то это получится балерина. И я делаю наращивание. Закрепляю, фиксирую, подправляю снизу гель. Если у вас есть вопросы по наращиванию верхними формами, у вас что-то не получается, вы уже пересмотрели все видео, но все равно у вас что-то не выходит, то я могу вам сказать и прорекламировать свой курс верхними формами при помощи геля, потому что вот совсем недавно я его запустила, и я вам скажу, что там очень много информации о том, как гель подправить снизу, как нужно наносить, чтобы цвет был плотный и не просвечивал свободный край, как закреплять и чем закреплять, также какие гели наносить, как убирать наплывы, если они есть. В общем, там очень много полезной информации, там есть и схемы. Этот курс вы можете выполнять на себе, не обязательно звать моделей. В общем, если вам что-то интересно про этот курс, ссылочку оставлю внизу, там есть сайт, на сайте все рассказано, есть отдельное видео о том, что в этом курсе будет ждать вас, и, в общем-то, все вопросики вы можете мне тоже задавать в моих социальных сетях. Все ссылочки оставлю вам в описании. Далее я убираю длину фрезой и прохожусь пилочкой. Беру я топ с блестками и прохожусь топом. Сушу полное время. И теперь нам нужно будет как-то зафиксировать пушистик. Пушистик, он идет не то, чтобы мы его прям крепим на ноготок, он держится на магнитике. Этот магнитик мы как раз и будем на наш ноготок крепить, и не нужно будет пушистик трогать. Поэтому вы уже сразу, наверное, догадались, что пушистик можно снимать при мытье рук, при там, не знаю, копании в огороде, как мне не совсем недавно написали, что а как же мыть там что-то, как же копаться в огороде. Ну вообще, если вы копаетесь в огороде, то я рекомендую вам носить перчатки, потому что у меня клиенты, которые раньше ходили в огород и ходили ко мне потом на маникюр, у них все ногти были не в очень хорошем состоянии, как бы я не укрепляла, как бы я ничего не делала, все равно они грязные. В общем, девочки, обращайте на это внимание, лучше носить перчатки и сохранять ваши ручки в хорошем состоянии. Для того, чтобы закрепить на ноготок, то я беру любую фрезу, можете даже пилочку взять, и я вот это место, куда буду фиксировать все, прохожусь и делаю его шершавым. Решила я закрепить на базу, так как буду носить этот дизайн, недолго. Поэтому решила закрепить на базу, просушила фонариком, но поняла, что не закрепился этот магнитик. Поэтому мне пришлось закрепить его на гель, либо полигель. Я взяла полигель, потому что я знаю, что с ним точно все будет держаться, но единственное, у меня не было прозрачного полигеля, поэтому нашла у себя полигель с блесками. Так как у меня и так уже блески на ногтях, то этого будет незаметно. Нанесла в небольшом количестве, поставлю туда магнитик и буду смотреть, чтобы он был в центре, для того, чтобы все было хорошо выглядело, даже без этого пушистика. И хорошенько его туда приплющиваю, чтобы весь акригель вышел лишний, чтобы не создавалась толщина. Смотрю также в торец ноготка, чтобы это все выровнять, так как у меня ноготок арочный, и тут не очень удобно. Если у вас ноготочки плоские, то выглядело это бы намного все лучше. Далее фиксирую фонариком, и нужно будет потом закрепить все вокруг, этот магнитик, для того, чтобы он не цеплялся.
цеплял ни волосы, ни одежду и вообще не отошел, чтобы у вас ногти тоже туда не хотели зацепиться и оторвать его. В общем, чтобы все было гладенько вокруг. Я взяла этот же топ блесками, взяла кисточку. Обязательно сделаю обзор на эти кисти, они с Алиэкспресс, но ссылочки вам могу уже оставить на них. Я их пока что тестирую. Далее я фиксирую топом акригель вокруг. Можно даже подсушивать, чтобы топ не разбежался и не сделал луж. И с другой стороны. Единственное, я потом заметила, что все-таки я магнитик закрепила не очень ровно, он уже успел куда-то в другую сторону уйти, поэтому, в общем, на самом деле не страшно. Пушистик такой большой, что ничего не видно. Так что вот. И вот так он крепится. Единственное, обращайте внимание, какой стороной вы фиксируете магнитик на ручку, потому что одна сторона притягивающая, другая отталкивающая. Вот такой маникюрчик получился. Мне кажется, на Новый год отличная идея, тем более год зайчика. Это как хвостик пушистенький. В общем, вот так. Держится ли этот дизайн? Не держится. В плане того, что этот пушистик отпадает, как только вы засовываете руку в карман, либо в сумочку, либо просто в рукав. В общем, отпадает. Так что это чисто для фото, для Инстаграма, для привлечения клиентов необычными дизайнами, или так для себя побаловаться. А это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем пока-пока и счастливого Нового года! In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really